Всем здравствуйте. Сегодня мы продолжаем серию лекций по материи медика доктора Джоза Айсека. И сегодняшняя наша тема – препарат Спигелия. Hello, everybody. Today we are continuing the series of lectures on Materia Medica by Dr. Jose Isaac. And today our topic is Spigelia. Следующий наш вебинар состоится 11 августа. 11 августа в 17:30 по московскому времени. И наша тема будет пульсатила. Our next webinar will take place on 11th of August, 8 p.m. Indian time. And our topic will be pulsatilla. Okay, Dr. Jose. Thank you, Dr. Olga. Today our topic is Spigelia, which is one of the very important remedies in our Materia Medica. Спасибо, доктор Ольга. Сегодня наша тема Спигелия, которая является одним из важных препаратов нашей материи медики. It is more adapted to the anemic people, rheumatic people, than children with the worms. Она больше подходит людям анемичным, с ревматизмом и детям, у которых есть склонность к глистам. And the starting from mind, they are afraid of sharp instruments like a knife or anything. И если мы будем начинать с психики, то пациент Спигелия боится острых предметов, таких как ножи или вот что-то подобное. It's also a remedy for stammering. If the first word is repeated, and then okay. И также это препарат при заикании, когда повторяется первое слово снова и снова, а потом уже нормальная речь. And if you look at the side of the Spigelia, the main action of Spigelia is on the left side. Если вы посмотрите на сторону Спигелии, то основное действие Спигелии на левую сторону. It's one of the most important remedies for left-sided complaints. То есть это один из важных препаратов при левосторонних жалобах. Then, in the head, this is one of the most important remedies for headache, migraine, or even pain in the eyes, if it is on the left side. И что касается симптомов со стороны головы, то это Спигелия один из важных препаратов при головных болях, при мигренях и даже болях в глазах, особенно если это с левой стороны. Or it is one of the most important remedies for left-sided migraine. Или, другими словами, это один из самых важных препаратов при левосторонней мигрени. The other remedies for left-sided migraine are lachesis, tuja, nexomica. Другие препараты при левосторонней мигрени – это лахезис, туя, нуксвомика. Actually, around 90% of the left-sided migraines can be cured with these four remedies. Вообще около 90% левосторонних мигрений можно вылечить с помощью вот этих четырех препаратов. So here the question is how to differentiate these four remedies in left-sided headaches. И здесь возникает вопрос, как дифференцировать вот эти 4 препарата при левосторонней головной боли. Spigelia, it's a left-sided remedy, and the pain will be on the left, more on the left side, and settling in the left eye.
И спигелия, вы знаете, это левосторонний препарат. Головная боль будет с левой стороны, которая будет как бы которая фиксируется в левом глазу. And this headache starts with the sunrise and end with the sunset. И вот эта головная боль, она начинается с рассвета и продолжается до заката солнца. And there will be pressure and pain on the back of the left eye or both eyes. И будет ощущаться давление, боль за левым глазом или за обоими глазами. Even the slightest movement of the eye can produce headache. Даже малейшее движение глаз может вызывать головную боль. And the patient feels that these eyeballs are too big or they are growing. И у пациента ощущение, что глазные яблоки, они слишком большие или что они увеличиваются в размерах. No other left-sided migraine remedies have so much action on the eyeballs. Никакие другие препараты, которые действуют при мигрени, не действуют так хорошо на глазные яблоки, как спигелия. And next remedy that we have to compare is Nexomica. И следующий препарат, который нужно нам сравнить, это нуксвомика. Nexomica is a chilly remedy, a left migraine. Нуксвомика – это зябкий препарат, левосторонняя мигрень. And the main and important modality of Nexomica is better by vomiting. И основная и очень важная модальность у нуксвомики при головной боли – это облегчение от рвоты. Lachesis also has aggravation from sun or heat. У лахизиса тоже есть ухудшение от солнца или от жары. And aggravation night. И ухудшение ночью. And many times, if the patient is hot, you can use as complementary to Spigelia also. И лахизис, это жаркий препарат, вы его можете применять как дополняющий препарат к спигелии также. And the next remedy is Tuja. Следующий препарат это туя. Also a left-sided migraine remedy. Тоже препарат на левостороннюю мигрень. Miasmatic remedy. Миазматический препарат. Can be given after Spigelia or Nexomica. Можно назначать после спигелии или нуксвомики. Then another important use of Spigelia in our clinic is prosopaglia on the left side. Еще важное применение спигелии в нашей клинике – это левосторонняя прозапалгия. Sometimes people come with a trigeminal neuralgia or just a pain on the left side of the face. Иногда люди приходят с жалобами на невралгию тройничного нерва или просто с жалобой на боль в левой части лица. Then it's also a remedy for toothache. Также это препарат при зубной боли. Of smokers. У курильщиков. Зубная боль у курильщиков. Then another factor of in the clinic we usually use Spigelia for all these remedies. Then the next in respiratory complaints also Spigelia is one of the remedies. Потом при респираторных жалобах спигелия это тоже один из препаратов. With the discharges from the posterior nares.
с выделениями из хуан, or dyspnea where patient cannot lie on the left side. или одышка, при которой пациент не может лежать на левом боку. And at the same time, better by lying on the right side. И в то же время ему лучше, когда он лежит на правом боку. Actually, after migraine, one of the most important uses of Spigelia is in angina pectoris. After migraine. After migraine, one of the most important use of Spigelia is in heart complaints. На самом деле, после мигрени одно из самых важных применений спигели это при сердечных жалобах и при стенокардии. Palpitations. Учащенное сердцебиение. And the chest pain. Боль в грудной клетке. And you see the typical symptoms of angina pectoris in Spigelia. И вы видите типичные симптомы стенокардии у пациента. The pain is starting from the base of the heart. Боль, которая начинается у основания сердца. And radiating to the left shoulder. И иррадиирует в левое плечо. Then coming down to the arm till the fingertips. Иррадиирует в левое плечо и потом спускается по руке до кончиков пальцев. With or without sweating. С или без потения. So this is our most important remedy in angina pectoris. То есть это наиболее важный препарат при стенокардии. Because these are the main symptoms of angina pectoris. Потому что это основные симптомы стенокардии. So usually the patient may be coming and saying that he used to get angina pains once in a while. Or they come during the attack. Обычно пациент приходит и говорит, что у него приступы стенокардии периодически случаются, либо они приходят во время приступа стенокардии. In the acute condition, it is better to give 30 or 200. И в остром состоянии лучше дать 30 или 200 потенцию. In chronic patients with the angina, it is better to start with a Spigelia 200. И для хронических пациентов со стенокардией лучше начинать со спигелии 200. And slowly go up to the higher and higher potencies. И постепенно подниматься на более высокие потенции. And sometimes you have to continue with this Spigelia for 6 months or 8 months, like that, according to the chronicity of this angina pectoris. Иногда вам приходится продолжать давать пациенту эту спигелию даже в течение полугода. Until you said, sorry, Dr. Jose, you said until? For some 6 months or 8 months, go to the higher and higher potencies. Ну, то есть в течение полугода повышая потенцию. And after reaching 1M or 10M, it is better to switch on to Medornum. И после того, как вы достигли потенции 1М или 10М, то лучше всего переключиться после этого на Медоринум. Medornum 1M or 10M. Медоринум 1М или 10М. Which acts as complementary and miasmatic. Которая работает как дополняющий и как миазматический препарат. Then the next use of Spigelia is, or for which we usually use Spigelia, Потом is trigeminal neuralgia of the face on the left side, etc. Потом следующее применение спигелии – это невралгия тройничного нерва или невралгия лица. Because nowadays
so many people are coming after doing the root canal in the teeth with a pain on one or the other side of the face. Потому что сейчас приходит очень много людей после того, как они, скажем, обращались к дантисту, который забивал канал зубной. После этого у них развивалась боль в лице. So if it is on the left side, Spigelia, again lachesis, puja, these are the three remedies. И если это с левой стороны, то это может быть спигелия, лахезис, опять же туя и даже колоцинт. But if it is on the right side of the face, но если это с правой стороны лица, magnesia phos is one of the important remedies. то магнезия фосфорик это один из важных препаратов. Like lycopodium, chelidonium. Ликоподиум, хелидониум. These are the main remedies. Hypericum. Hypericum can come in both sides. Да, и гиперику может подойти, когда это невралгия с любой стороны. Then another important use of Spigelia is in worms. Потом еще важное применение спигелии при глистах. Any worm, but the indication is mainly vomiting of worms in children. Это может быть любой глист, но самое основное показание на спигелию – это рвота у детей, рвота глистами. So, the main four indications or four conditions for which we are using Spigelia are angina pectoris. И основные четыре основных применения спигелии – это стенокардия. Then neuralgia of the left side of the face. Левосторонняя невралгия лица. Then left-sided complaints. Левосторонние жалобы. Left-sided migraine or headaches. Левосторонние мигрени или головные боли. And also worm trouble in children. А также глисты у детей. And in the Materia Medica, the main remedy that is given for vomiting of worms in children is Spigelia. И в нашей материи медики основной препарат, который назначается на рвоту глистами у детей, это спигелия. And coming to the modalities of Spigelia. Потом, что касается модальности спигелии. There is aggravation from every slight motion or movement. Есть ухудшение от малейшего движения. Another thing is they cannot lie on the right side, no, on the left side. Потом также они не могут лежать на левом боку, на левой стороне. Lying on the left side aggravates the complaints. То есть лежа на левом боку у них ухудшаются жалобы. Also aggravation from turning the eyes. Потом ухудшение от движения глаз. So they cannot turn or they cannot look sideways. То есть они не могут... If they turn to any side, there will be aggravation. If they turn the eyes to any side, there will be aggravation. То есть они не могут смотреть по сторонам, потому что если они повернут глаза в сторону, то у них будет ухудшение. At the same time, better by lying on the right side. That is the unaffected side. И в то же время у них улучшение лежа на правом боку, то есть улучшение на непораженном боку. Or better by lying on the right side. То есть все улучшается лежа на правом боку.
and aggravation lying on left side. И ухудшение лежа на левом боку. This symptom is mostly seen in migraine and angina. И вот этот симптом мы в основном наблюдаем при мигрени. Then coming to amelioration. И при стенокардии. Amelioration by lying. Sorry, there was no sound. Please say it again. Coming to amelioration by lying on the right side and keeping the head high. И что касается улучшения лежа на правом боку и держа высоко голову. In angina pectoris, the first remedy I told you is Spigelia. The second remedy you can think of arsenic album. При стенокардии первый препарат, о котором вам следует подумать, это Спигелия, второй препарат это арсеникум альбум. Then you can compare Lateroductus magnus or Naja or any snake poisons. И также вы можете сравнивать Lateroductus и Ная или любыми другими змеиными ядами. Because in circulatory disturbances or heart complaints, the main remedies are snake remedies. Потому что при нарушениях кровообращения или при сердечных жалобах основные препараты это препараты змей. Lachesis, Naja, Vipera, etc., etc. Лахезис, Ная, Випера и так далее. Bothrops. Ботропс. So when there is a heart complaint, it's better to think of mainly snake remedies. То есть, когда присутствуют сердечные жалобы, то лучше подумать про змеиные препараты. Or snake remedies have more action on the circulatory system. Или другими словами, препараты змей, они больше действуют на систему кровообращения. But at the same time, we have to think of Medornum, the psychotic, the king of the psychotics. Но в то же время нам нужно подумать про медаринум, это король психотических препаратов. Because most of the heart complaints are in psychotic people. Потому что в основном сердечные жалобы в основном у психотических людей. So this is the way to see in angina pectoris. It is better to follow after Spigelia with a Medornum. И при стенокардии после спигелии лучше дать медаринум. Whereas in migraine, it is better to follow with the Lachesis. В то время как при мигрени после спигелии лучше назначить лахезис. Sulfur, etc. Сульфур или тому подобное. In worm troubles, При worm trouble is mainly psoric in nature. Вы знаете, что глисты это по природе своей это псорический миазм. So it is better to follow it up with the sulfur, hypotensive. То есть, поэтому лучше после спигелии дать сульфур высокой потенции. In facial neuralgia also, if it is left side, after Spigelia, it is better to give Lachesis or Thuja, depending on whether the patient is hot or chilly. И при невралгии лица, если это с левой стороны, после спигелии лучше дать лахезис или туя, в зависимости от того, жаркий пациент или зябкий. If it is a hot patient, you have to think of Lachesis, and if it is a chilly patient, think of Thuja. Если это жаркий пациент, вам нужно рассмотреть лахезис. Если это зябкий пациент, подумайте про тую. So these are the basically one should remember 4 symptoms in Spigelia, which is the most useful ones in the clinic.
И основное, что вы должны запомнить, это 4 симптома спигели, которые наиболее применимы в клинике. Angina pectoris, Стенокардия, migraine or headaches, left-sided, левосторонние мигрени или головные боли, left-sided neuralgia, trigeminal neuralgia, etc. Левосторонняя невралгия или невралгия And тройничного нерва. in children, Spigelia is mostly indicated when there is vomiting of worms or any worm infestations. И у детей спигелия наиболее показана, когда это вот рвота глистами. So I think these are the main uses of Spigelia in our day-to-day clinic. Я думаю, что это основное применение спигели в нашей ежедневной практике. I think we can now go to the question and answer session. Мне кажется, сейчас мы уже можем перейти к сессии вопросов и ответов.